Я пообщался с чатом GPT, как запустить рекламу. Я прогнал то, что хочу запустить в рекламу через чат GPT. Знаете, ко мне уже несколько людей пришли на консультацию, чтобы разблокировать свои рекламные аккаунты просто по причине, что они пообщались на тему запуска рекламы с чатом GPT. Искусственный интеллект, он может быть хорошим помощником, но может вам и навредить. В этом видео хочу поделиться с вами 3 ошибками, которые не стоит допускать, если вы хотите что-то спросить у чата GPT, и также расскажу 3 фишки, как использовать искусственный интеллект для запуска рекламы. Меня зовут Галина Горбань, я более 8 лет настраиваю таргетированную рекламу. Ко мне можно записаться на обучение, на курс рост и продажи через таргет, можно записаться на консультацию по вопросам настройки рекламы, либо по вопросам разблокировки. Ссылки я оставлю под этим видео. ChatGPT — это чат-бот с искусственным интеллектом, который может вести с вами диалоги на разные темы, на разных языках. Но важно учитывать такой момент, что он не всегда дает правдивую информацию, он иногда может что-то придумать и написать вам то, что вы хотите прочитать. Поэтому, если вы сомневаетесь, что информация достоверная, то попросите у него предоставить ссылки на официальные источники, чтобы вы могли проверить то, что он вам рассказывает, а не сразу доверять 100% и делать то, что он вам написал. Давайте разберем 3 ошибки, когда вам не поможет чат GPT в настройке таргетированной рекламы. Ошибка первая: вы не понимаете, как вообще устроен Facebook, бизнес-страницы, бизнес-менеджеры, рекламные аккаунты, вы в этом путаетесь, вы не понимаете, чью карту привязывать, свою или сотрудника, или сотрудник начинает привязывать свою банковскую карту в ваше бизнес-портфолио. Ну и в общем, если у вас в голове полная каша, то чат GPT вам не поможет, потому что вы какое-то действие просто делаете неправильно, и сразу срабатывает безопасность Facebook, и вы получаете блокировку. Поэтому очень важно, чтобы вы понимали, что как устроено, какие действия нужно сделать, чтобы все себе настроить правильно и с блокировкой не столкнуться. Вторая ошибка: вы не знаете правила рекламной деятельности Facebook. Вы можете давать чату GPT макеты, тексты, все, но поймите, правила написаны не чатом GPT, они написаны на официальном сайте Facebook, поэтому пойдите и прочитайте, особенно если у вас специфическая ниша, связанная с кредитами, финансами, недвижимостью, сетевым маркетингом. Если даже вы бьюти-мастер, косметолог, подолог, пожалуйста, прочитайте правила, посмотрите, что нельзя рекламировать. Обратите внимание, когда вам нужно помечать рекламу, что она относится к определенной категории. И вы себя защитите от блокировки. Вы будете просто знать. Вы один раз прочитали, один раз поняли, и вы не будете нарушать правила. И тогда не нужно будет у чата GPT спрашивать: а сегодня можно мне использовать вот это слово или нельзя? Потому что был случай, когда чат GPT вроде сказал, что все ок, но реклама не запустилась. Просто по причине того, что чат GPT не учел важный нюанс, который нужно было учесть, чтобы рекламный аккаунт не заблокировали. Третья ошибка — это вы запускаете в рекламу авторский контент, не ваш. И, соответственно, когда вы чату GPT даете фотографию, он не понимает, это ваша фотография или чужая фотография. И поэтому теоретически все должно быть хорошо, но если человек увидел, что это его контент, он может пожаловаться на вас. Ну и, соответственно, Instagram блокирует, если вы используете не свой контент в своем блоге и не делаете пометки на авторов, кому принадлежит этот контент. Ну что, давайте теперь о хорошем. 3 фишки, как же может помочь чат GPT в настройке таргетированной рекламы. И первая фишка: он может вам помочь определить локацию, особенно если вы хотите работать со всем миром, и он может выделить конкретные города для того, чтобы подсказать вам, где живут люди, которые ищут вашу услугу или товар, если вы хотите охватить огромнейшую территорию. Хочу вам сразу показать на примере, как его можно спросить. Например, мы введем: подскажи, в каких городах Европы живут люди, которые покупают недвижимость в Турции. То есть подскажи, в каких городах Европы живут люди, которые покупают недвижимость в Турции. И вот его предположения, ключевые города.
То есть понятно, что вы 100% проверить это не можете, если вы сами не знаете, где живут такие люди, но в целом он дает такие неплохие подсказки по геолокации. Либо можно у него спросить там, по какой-то профессии, например, в каких городах Польши живут там бьюти-мастера, русскоговорящие или украиноговорящие, или там, чем занимаются люди, иммигранты, которые приехали в какую-то страну. То есть он может вам вот давать такие интересные наводки, которые, может быть, вы самостоятельно бы и не догадались. ChatGPT может это за вас сделать. Еще одна фишка — это придумывание тезисов для рекламы, либо придумывание каких-то коротких текстов. Ну, давайте его попросим. Придумай 5. Например, придумай 5 тезисов для рекламы недвижимости в Турции. И вот он выдает. Тоже вам хочу сказать, что не всегда корректно, не всегда он понимает вашу аудиторию. Он может, чисто так предположить, там, недвижимость у моря, там, 59 тысяч. Но если нету квартиры у вас за 59 тысяч, то, соответственно, не надо брать такой тезис, там, исправьте цифру. То есть все, что дает искусственный интеллект, всегда включайте голову и думайте, оно вообще подходит или не подходит. Или, может быть, его можно еще как-то попросить. Солнце 300 дней в году, живи, отдыхай, сдавай. Вроде неплохо, но будет ли оно работать хорошо в рекламе? То есть либо можно как-то заменить, например, недвижимость в Турции под сдачу в аренду и для жизни. То есть вот такие вот варианты. Цены растут, покупай сейчас, пока доступно. Там недвижимость в Турции стабильно растет в цене, вложения сегодня уверены в завтрашнем дне. То есть вот можно что-то из этого взять и собрать какой-то свой идеальный тезис для макетов. То есть для того, чтобы там долго не думать, что написать, то вот можно ему загнать какую-то идею и из его идей собрать свою прикольную идею, адаптируя под свою нишу, под то, что действительно затронет боли ваших людей, а не просто там вот возьмем, как он дал, так и будем использовать. И третья фишка, ChatGPT может даже делать макеты. То есть вот он мне перевел тезис, он спросил у меня, хочу ли я баннер, да, я хочу, и вот он начинает обрабатывать изображение, и он выдаст изображение. Минус этого всего, что, конечно же, видно, когда изображение сгенерировано чатом GPT, либо другим искусственным интеллектом, поэтому не думайте, что люди не догадываются, когда это искусственное изображение, они догадываются, но в целом вы можете себе упростить задачу. Делает изображение чат GPT не так быстро. На бесплатной версии он может всего несколько изображений сделать, и, соответственно, если хотите больше, нужно переходить на платную версию. Пока ChatGPT генерирует нам макет, хочу вам рассказать, что Facebook тоже внедряет искусственный интеллект, то есть уже внутри рекламного кабинета тоже можно генерировать изображения, можно генерировать текст под ваш макет, то есть Facebook понимает, что это тоже востребовано, это может упростить работу, но, опять же, не стоит доверять 100%, точно так же, как есть даже возможность настроить аудиторию, которую будет искать искусственный интеллект. Но здесь нужно понимать, что это все-таки алгоритмы, они обучаются со временем, где-то это может хорошо работать в каких-то нишах, где-то может плохо работать, поэтому очень хорошо, когда вы умеете не просто наклацать и доверить, чтобы все были автоматические настройки, но когда вы умеете и думать, и работать, например, с интересами аудитории, вы можете анализировать, какой макет лучше зашел, какой хуже, как сделать макеты, при том, что макеты не должны быть сложные. Даже без чата GPT можно в рамках Инстаграма сделать очень классные макеты, используя только приложение Инстаграм, не используя какие-то супер крутые редакторы. То есть точно так же, как вы создаете себе сторис, точно так же можно сделать макет и использовать его в рекламе. Все эти технологии — это круто, оно направлено на то, чтобы упростить задачу, оно будет дальше развиваться и еще больше будет внедряться в различные системы, в том числе и в таргетинг, но это не заменяет мозг человека. Все-таки, когда люди думают, когда вы настраиваете рекламу обдуманно, когда вы умеете анализировать результаты, вы платите за рекламу дешевле. И вот такое вот изображение у нас появилось, то есть вот такой макет. Сказать, что он прямо супер красивый, я не скажу. Во-первых, внизу здесь слишком низкий текст, то есть, соответственно, кнопка будет закрывать этот текст с форматом немножко и не для сторис, и не для
ленты, то есть нужно обрезать текста очень много. Есть к чему придраться. Ну и ключевое, не видно самой недвижимости. То есть если бы вы взяли какие-то тезисы и нанесли просто на фотографию какую-то реальную, это выглядело бы проще. Но при этом есть такая возможность, что макеты можно даже делать, ничего не делая, не зная никакие технические сложности и не изучая никакие программы. Если видео было полезно, ставьте лайки, пишите свои вопросы. Мне очень интересно, насколько вы используете уже искусственный интеллект, как его внедряете в свой бизнес, в использование социальных сетей. Если вам нужна консультация по продвижению, по рекламе, либо вы хотите пройти полноценное обучение, чтобы разобраться во всех нюансах настройки рекламы, ну и также понять, какую стратегию рекламную выбрать для вашего блога, чтобы реклама хорошо работала, то оставляйте заявку на мой курс «Рост и продажи через таргет».